Такой вид из окна палаты, в которую нас перевели, и небольшой рум-тур. Это пупсик собственной персоной, героиня сегодняшнего дня, суперзвезда. Вот ты понимаешь, ты суперзвезда, а это суперстар, американское лицо, гражданин. Она может голосовать на выборах, а мы нет. Диван-раскладушка с розеткой и USB для зарядки. Такая ванная, душ. Тут нас попросили написать имя ребенка на доске. И вот она, почетное имя. Потом к нам пришла медсестра, родом из Польши, и так как пупсик знает язык, то она подружилась с ней и подробно обо всем поговорила. Тут такие халявные безлимитные соки, такой ягодный, потом яблочный и такой в банке Canada Dry Ginger Ale. Я думал, он уже с градусами, думаю, вот-вот, сейчас я ворвусь, там стоит банок 20. Я тут до вечера уже валялся на диване. А потом прочитал, и хрен там плавал, градусов нет, безалкогольные. Тут сэндвичи, печеньки и диетическая кока-кола. Пупсик суперзвезда. И Алиса суперстар. Сейчас принесли обед. Рис, кукуруза и вареная курица. Виноград, яблочный сок и сливки для кофе. Здесь тоже сок, микс фруктов, персик, манго. А что у нас здесь? Тут уже поинтересней. Нормально запеченная курица, пюре и морковка. А тут у нас супчик. Следующая порция пищи. Тут снова запеченная курица с золотистой корочкой, рис, черная фасоль и овощи. И как обычно, фрукты, сок и сливки. Пришла медсестра измерить температуру, давление. И все это делается периодически в течение всего дня. После нее пришла еще одна медсестра проверить состояние в целом, проконсультировать и ответить на все появившиеся вопросы после родов. И автоматом они привезли планшет и подключили переводчика, так как в таких моментах нужно понять все максимально точно. Потом к нам пришла еще одна медсестра для других консультаций по своей специализации. И после этой медсестры пришла еще одна медсестра, и после очередной медсестры пришли еще две медсестры, чтобы проверить все, что только возможно, чтобы было все под контролем, все было четко. Baby's vital signs look all good, and she looks very healthy, just very angry at me. Потом, пока эти две медсестры находились у нас, пришла еще одна медсестра, чтобы сделать свою еще работу. Yeah, I know. Следующий день, такая вот яичница с булочкой, кремовый сыр, что-то наподобие нашего плавленного сырочка, такое вот виноградное желе для овсянки, уже привычные соки и небольшая порция, собственно, самой овсянки. Далее большая долгая консультация по грудному вскармливанию от американского врача с переводчиком. That's why you want to put some pillows underneath the baby to support the baby, and they feel more comfortable and they latch better. Поэтому можно подложить подушечку, чтобы ребенок лежал там на ней, а не висел. Тогда он будет. It's usually just usually the first 3 weeks. After that, babies can latch themselves pretty quickly. Это первые 3 недели тяжело, пока он еще не знает, пока вы не знаете, а потом уже он знает, что делать. Make sure that baby's mouth is open nice and wide to get nipple and your areola. Нужно, чтобы так открывать ротик ему, чтобы полностью захватывал сосок и вокруг соска вот эту ореолу. The deeper, Широко открыт ротик был.
The deeper they get on, the more milk they pull out, and you don't get sore. И чтобы они так хорошо захватывали, иначе будут только тянуть за сосок, и это будет больно. When you position the baby, you want to position the baby and support the baby's neck, not the head. И когда вы держите ребенка для кормления, нужно держать за шейку, не за голову. If we're holding the baby's head, sometimes baby doesn't latch on as well. Потому что если держать голову, ребенок не берет грудь так. Either baby lets go or you squeeze, no more suck, take baby off. И в конце кормления, если он уже не сосет, а только только тянет или сжимает, то вы его уже от груди отцепите. When baby comes off the first breast, if she is sleeping, we let her sleep. If she's still smacking her lips, sucking on her fingers, pushing her tongue out, she wants the second breast. Если вы дали одну грудь, и ребенок не спит, а показывает, что он еще голодный, сует кулачки в рот и там плямкает, это значит, что он еще голодный, и нужно тогда дать другую грудь. Has baby been peeing and pooping well? А ребенок писает, какает хорошо? Yes. Okay. When was the last poopy? Ну, какал. 3 hours ago. Oh, okay, good. So she said 3 hours. The poopy will change to yellow by day 5. Normally it's black, then turns green, and then yellow by day 5, which is normal. И какашки становятся нормальными только где-то на 5-й день. То есть они могут быть зеленые, такие черноватые, любого цвета. А на 5-й день уже должны быть желтые. How does it feel right now? Is there any pain? No? Как Okay. у тебя ничего не болит? No, but okay. So just make sure if baby's positioned well, baby latches well. Так что имейте в виду, если ребенок удобно лежит возле груди, тогда он будет хорошо брать грудь. And baby, when we squeeze baby your breast, baby swallows very nicely. И вот если мы вот так сжимаем, ребенок And so хорошо захватывает. very common for the first 2 or 3 weeks to use breast compression just to remind the baby to suck. И очень, то есть первые несколько недель можно вот так вот выжимать грудь, чтобы напоминать ребенку, что ему нужно сосать. All right, so baby was born yesterday, so this morning to tomorrow morning becomes day 2, and we want to see 2 pees and 2 poops. Ребенок родился вчера, значит, уже будет 2 дня. Если 2 дня, значит, нужно, чтобы за сутки у него он 2 раза покакал и 2 раза пописал. As you make more milk, baby has more pees and poops. By day 5, we do expect 5 wet diapers and 3 more poopies. И чем больше ребенок сосет, тем больше молока вырабатывается. И на 5-й день должно быть, может быть, 5 мокрых памперсов и там 3 грязных. When are you going home, Mom? Today. А Oh, когда today. вас выпишут? Okay, she said today. All right, if you need. И я вам дам список специалистов по лактозе. Если у вас не будет получаться, вы им позвоните, они к вам домой придут. Baby's doing well though. Anytime you see baby smacking lips, sucking on their fingers, pushing their tongue out, they are hungry, you want to breastfeed. Но бэбичка
хорошо выглядит. Когда вы видите, он язычок высовывает или губками так делает, плямкает как-то. Или же ручки в рот пихает, значит, кушать хочет, нужно его кормить. Make sure baby's feeding at least 3 hours or earlier. So if it's getting to be 3 hours, we do want to wake baby up. И нельзя ждать больше, чем 3 часа между кормлением. Даже если ребенок спит, нужно его будить, потому что больше, чем 3 часа без еды нельзя ему сейчас. When you're home tonight, the second night, babies are a little bit more fussy. They want to be held and breastfed for about 2 to 3 hours. Don't get nervous. It's normal that the baby will be more awake tonight. Когда вы придете домой и бэби будет более капризным, он хочет, чтобы его держали на ручках и возле груди 2 или 3 часа. Ну, это в порядке. Very normal. А если Это она нормально. всю ночь и весь день на груди сидит? What if he on my breast day and night? Today she will all night and all day. Okay. They feed very often in the beginning to establish milk production and learn how to feed. Вначале они кушают много, вернее, да, много, чтобы появилось молоко и чтобы поучиться. Also, if the baby's latch better and using the breast compression, the baby will take more milk out and probably will sleep a little bit longer too. Но если ребенок хорошо кушает и грудь так массажировать, выжимать, то ребенок больше скушает и лучше будет спать. By the end of the first week, they do get better as well. Can you repeat by the end of? Sure. By the end of the baby's first week, they get better too. Ну, в конце первой недели они уже лучше с этим управляются. Did they give you any cream for the soreness? Они вам не дали крем, чтобы смазывать, если болит Okay. сосок? You can put that on after the baby's done feeding. Вот это можете положить And you do на not грудь после того, как ребенок закончит. need to wipe it off. Не вытирайте. Мгм. Do you have any other questions? У вас есть еще вопросы? А если ребенок не сходит в туалет по-большому в течение времени, какое положено, что делать? What if sometime like a whole day there is no poop? What does it mean? So we want to make sure the baby's pooped since birth, correct? Baby's pooped already. Yes. Нужно, чтобы ребенок писал и какал. So if we're not getting poopies, I want you to call the doctor. Если не какает больше, чем день, то нужно звонить доктору. But typically it tells us maybe baby's not nursing as well as they should and not getting as much milk. Потому что если у ребенка нету ни мокрых, ни грязных памперсов, это значит, что он не получает достаточно молока. Значит, он голодный. So if Нужно звонить доктору. we're having some issues with breastfeeding, a baby is not peeing and pooping well, I would recommend to start pumping every 3 hours to stimulate and give baby back your milk. Если ребенок не писает, не какает, я рекомендую каждые 3 часа использовать тогда эту помпу для грудей, чтобы стимулировать молоко. And if we're having problems, we may need to give a little formula until baby latches better. И в крайнем случае, если
такая ситуация, значит, нужно дать смеси, чтобы не голодный был, и разрабатывать грудь, чтобы молоко было. That's why I want you to call the pediatrician if you're having issues. Поэтому, если какая-то проблема с этим, нужно звонить педиатру. And then also, if you are having some breastfeeding issues as well, I would see a lactation consultant in the community to help you get baby breastfeeding well if you're having problems. И если проблемы с грудным кормлением, то я хочу, чтобы вы позвонили медсестре по лактозе, чтобы правильно вам там показала как. Also, baby's just a little over a day old. They're learning. It's practice too. Но бэбичка еще совсем только один день исполнилось, это еще совсем молодая и как бы мало знает. So I'll give you our number. If you have any questions, you can call. And like I said, I can give you some lactation consultants in the community too. Я вам дам телефоны специалистов по лактозе, звоните им, если что. But baby's starting to do well. I see some good swallows. It's going to be practice. Но я вижу, что ребенок глотает, значит, ему что-то попадает, так что практикуйтесь и дальше. Okay. А в крайнем случае, If I have to give a formula, how much I have to give and what kind of formula? Enfamil's fine, and we can give you a little formula to take home just in case. Typically, if we need a supplement, we give about 30 milliliters with each feeding, and that's every 3 hours. Did you say 30 ml Correct. every 3 hours? Correct. Если, например, нужно давать формулу, то 30 миллилитров за кормление каждые 3 часа. And so see how everything goes. If baby's nursing well, content after they're done breastfeeding and peeing and pooping, those are signs that baby's getting your milk. Если вы видите, что мокрые и грязные памперсы есть, значит ребенок кушает достаточно. Typically, when baby's done breastfeeding, their hands are open. If they're clenched, they're still hungry. И обычно, если они там покушали, то ручки у них открытые, а если еще голодные, то ручки сжатые. Any other questions? У вас есть вопросы? но если она сейчас сидит целыми днями на груди, то через сколько примерно наладится, чтобы хотя бы каждые 3 часа? All the time. How long is she gonna do that? I mean, When can I put her right. down? So baby's just a day old, so they're learning and establishing milk production. It should get better within the next day or two. And then even today, if baby's breastfeeding better, you're using compression, it should be a little bit better even today. Ну, день или два, потому что в первый день еще там как бы не наладилось все. В первый день вот так вот хочет возле груди. А если будет получать достаточно молока, то уже так сильно не будет сидеть на груди. На второй день, может быть. What I would do also is when you're done with the first breast, I would wrap the baby up, put the baby on the second side, so when baby's done, we don't have to disturb the baby anymore. Но если, например, ребенок кушает, и вы видите, что уже молока там нету в одной груди, ставьте ее на вторую грудь. А после кормления нужно сколько примерно держать столбиком ребенка и как понять, что уже достаточно? After feeding, how long do I have to keep baby upright and burp?
You can offer to burp. They do not get a lot of air, so if baby doesn't, we don't worry about it. Minutes, if the baby doesn't burp, we don't worry. Ну, каждые 2 или 3 минуты можно ложить на плечо и похлопывать, но если там у нее нету гадиков, то не беспокойтесь, значит нету. But once the baby's wrapped up, then I would try the other side. Like I said, then you don't have to disturb the baby, and baby may go right back to sleep. Но если ребенок покушал, вы приложили к другой груди и там покушал, то можете его не беспокоить, если он засыпает, пусть спит. Any other questions she has before we end? No. You okay? У вас есть еще вопросы? Принесли такие вот бумажки с адресами и номерами телефонов, где можно проконсультироваться по грудному вскармливанию. Есть на английском языке, есть с переводом. Правила безопасного сна ребенка. Соска-пустышка. Это нужно будет показать в педиатрии, это результаты тестов. Каждому ребенку делают тест на слух, и у нас все отлично. Потом я поехал домой проведывать нашего пса и очень надеялся, что она ходила в туалет на пеленке, которые мы застелили во всех комнатах. И, как говорится, надежда умирает последней. Ты что, обиделась? Ты что, обиделась? Ты обиделась, да? Я тут натворила такого. Я тут такого натворила. Это капец. Скажи, я тут собрала. Я тут уничтожала. Просто все уничтожала. Боже, что это такое? Это что-то уничтожено. Там тоже что-то уничтожено. Там какашки. Да! Когда ты представляешь, ты 2 дня нас не видела. Да. И что ты тут? Сумку разгрызла? Нет, не разгрызла. Нет, я оставил в целости и сохранности. Да! Вот это да! Вот это даёс. Вот это да! О, ты молодец. Ты молодец. Стара, ты молодец. И по пути как раз забрал молокоотсосы и всякие баночки, скляночки для ребенка. Вернулся в больницу, и там мы опять жрем как не в себя. Блин, мне кажется, в этом видео 1/5 будет обзор хавчика. В общем, тут уже новое меню, что-то повкуснее, макарошки с курочкой в соусе и овощами. И тут меня опустили на кухню и сказали: бери все, что хочешь в любом количестве. И шепнули, что кола под столом, спрайт там же. Здесь мы проверяем все номера на браслете у ребенка, в документах, чтобы все было корректно, и потом подписываем, собственно, эти документы. На всякий случай нужно перепроверить, да, чтобы быть уверенным, что это ваш ребенок у вас. Okay. So it's perfect. It's on the foot. So right here we have number 97668. 97. Sorry, go ahead. 97668 again. 97668. Okay, perfect. So it's your baby. No refunds, okay? No refunds. You have to keep her forever. So what we're signing here, I'm so sorry. What we're signing here is that you verified the ID bands with me. Okay. This is your prescription for your ibuprofen if you need it. You haven't taken it in the hospital, but just in case. Значит, это рецепт на ибупрофен. Здесь вы его не принимали в больнице, но вдруг на всякий. So this one is all only yours. Это значит ваши бумаги, это только ваши. Вот эти бумаги только на вас. This is the number to the unit. If you have any questions, you can always call and ask us, okay? Это номер клиники. В том случае, если да, уже дома у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете звонить и спрашивать. If we have any fever, difficulty breathing, come straight to the ER. Если вдруг у вас поднимется сильная температура или начнутся какие-то сложности с дыханием, сразу возвращайтесь в скорую, в emergency room.
Dr. Massak wants to see you in 4 to 6 weeks to check, your post. Хочет увидеться. And then right here, if you scan this code and put this activation number, you can see all your lab results and all baby's lab results. Значит, это, если вы отсканируете этот код и введете номер активации, вы получите доступ к результатам анализа ваших и ребенка. Some restrictions that you have is, take it easy, no exercise. Значит, ограничения, да, которые для вас. Пожалуйста, не перенапрягайтесь, не делайте каких-то серьезных упражнений физических. Nothing in the vagina for 6 weeks. No sex, no tampons, no vaginal douching. Значит, на следующие 6 недель ничего вагинально. Ни половых актов, ни тампонов, ни спринцевания, ничего. And no submerging of any kind. So no pool, no bathtub, no ocean. Okay, only showers. И, значит, только принимать душ, то есть в воду погружаться, скажем так, нельзя. Ванну принимать нельзя, в бассейне купаться нельзя, там в речке, в океане нельзя, только душ принимать. Okay. Here, this one talks about post-birth health check. Whenever you get a chance, take a read on this, and it just kind of talks about, the importance of following up and all that. Interpreter required verification. Одну минуту, пожалуйста. I'm so sorry, who will be talking about it again? Post-birth health check, and just to make sure she does her follow-up appointments. Это вот, скажем так, чек для здоровья после родового. То есть это просто для вас самой, чтобы вы галочки ставили и, скажем так, следили за тем, поддерживаете ли вы свое здоровье после родов. This one talks about the recommendation of waiting at least 18 months to get pregnant again, okay? And it talks about... Дальше... Sorry, go ahead. Interpreter required verification. Одну минуточку. 18 months, right? Yes, 18 months. И дальше идет рекомендация. Это только рекомендация не беременеть в следующие 18 месяцев. If you do want birth control, talk to your gynecologist, okay? So they can do something for you, so you can... Вы можете поговорить с вашим гинекологом по поводу различных вариантов контрацепции и предотвращения беременности. This part, very important. So these are some signs and symptoms that I want you to be on the lookout for. Interpreter required repetition. Одну минуту, пожалуйста. Sorry, please repeat the last part. Yeah, so this part is very important. These are some signs and symptoms that I want her to be on the lookout for. Значит, это дальше идет очень важная часть. И сейчас мы с вами пройдемся по симптомам. Вам нужно следить, да, чтобы у вас, если что-то появится такое, вы будете в курсе. So the first one, headache with blurry vision. That could mean your blood pressure is going up. Во-первых, расплывчатое, размытое зрение. Если вы себя такое заметите, это значит, что у вас сильно поднялось давление. Okay. It would be a headache that doesn't go away with Tylenol or anything like that. И также, если у вас будут головные боли, которым не поможет, например, Tylenol, сильные. If she has any fever or any depression, если вы заметите у себя высокую температуру, жар или какие-то признаки депрессии. it's okay to feel maybe a little sad for about 2 weeks. Those are the baby blues. But I just don't want you to be sad longer than the 2 weeks. То есть, если, скажем так, на протяжении первых 2 недель после родов, это нормально, если у вас такое, вы не в настроении, вы там грустите. Но если это продолжается больше 2 недель, тогда уже это симптом. Any difficulty breathing? Если у вас, вы заметите у себя какие-то сложности с дыханием. If when we're going peeing, it hurts or it burns, kind of like when you have a urinary tract infection. Если вы при мочеиспускании будете ощущать боль или жжение, это симптом того, что у вас, возможно, инфекция мочевых путей. If the bleeding gets very heavy or you see any big clots that look like an egg or a golf ball.
Interpreter requires your position. Одну минуту, пожалуйста. I'm sorry, could you please repeat the last part? If the bleeding gets very heavy, or if she has any clots that are bigger than an egg or a golf ball. В том случае, если у вас будет сильное кровотечение, или же если вы заметите большие сгустки крови, но большие, вот больше этого мячика для гольфа или больше яйца куриного по размеру. Okay. If the vaginal discharge smells bad, kind of like it could be an infection, okay? В том случае, если вдруг у вас будут какие-то вагинальные выделения с неприятным запахом, это тоже может быть симптомом инфекции. And last thing, if you have pain in only one of your legs, it will be the back of the leg where I'm pointing at. It will be warm, red, or tender. It could mean a clot is forming there. И вот там, где она сейчас показывает, да, вдруг если, например, на одной ноге вы у себя заметите в этой части боль, покраснение, или болезненность, или чувствительность, есть вероятность, что у вас там образуется тромб. Okay. Any questions for mom's discharge instructions? Какие-то вопросы по тому, что мы сейчас обсуждали, у вас есть? No. Okay, so this one's babies, okay? This is the number to the nursery, but any of the two numbers on the papers that she calls is okay. Значит, это сейчас дальше мы переходим на инструкции для ребенка. Вот там есть номер телефона, по которому можете звонить, но на самом деле вы можете на оба звонить. For baby, a fever is 100.4 Fahrenheit. It's right here. So if baby has fever or difficulty breathing, straight to the ER as well. Значит, если вы заметите у ребенка температура выше, чем 100.4, это значит не 104, а 100.4. Это значит, что у ребенка уже жар. Если вы заметите, что у ребенка или жар, или сложности с дыханием, трудно дышать, сразу в ER, в emergency room. 104 это... Ну ладно. Я как раз записываю, чтобы не забыть ничего. Any Okay. question? No. Okay. Other things to be on the lookout for if baby is turning blue or like a purple color, or it's turning yellow, like jaundice. И опять же, следите, пожалуйста, за симптомами, такими как, например, если ребенок посинел, или наоборот побагровел, или пожелтел, в таком случае это может быть желтухой. Make sure you follow up with Dr. Saltzman in 2 days. I think you have the appointment already. Через 2 дня у вас следующий прием доктора с ребенком. This right here is your record that you got the hepatitis B vaccine, or well, the baby Alice got it. И, значит, здесь уже отметка о том, что у вас и у Алекса уже была прививка от гепатита. And here I just put some baby safe sleep information. Interpreter requires your position. Одну минуту, пожалуйста. I'm sorry, what information again? Baby safe sleep. Baby safe sleep. Yeah. Ага. И вот там информация по фазам на ребенка. Tell her I'm gonna reprint this because I'm missing one part that I want to show her. But what that's just gonna show is the baby's bilirubin, and you know that they passed the hearing screen. But she also has a copy of that in the little pamphlet they gave her. Я еще раз распечатаю на всякий случай, потому что здесь отсутствует одна часть, которую я хотела бы вам тоже показать. Это отчет об уровне билирубина и отчет о проверке слуха. Вот. В принципе, она в вашем буклете уже есть, но еще раз распечатаю. Any questions at the moment? And then I'm also gonna bring her a little baggie with some diapers so she can take home. И я вам также домой с собой дам сумку небольшую, там будет памперсы. Okay. Do they want me to put transport so they can come pick them up? They take sometimes about 30 minutes. Скажите, вы хотите, чтобы я позвонила и забронировала транспорт, чтобы вас забрали? Это где-то 30 минут займет, чтобы они приехали. А что за транспорт? А что за транспорт? And what's the transportation? So transport comes with a wheelchair and a car, and they're gonna bring her down to the main entrance. Baby's gonna go in her arms. Interpreter requires verification. Одну минуту, пожалуйста. I'm so sorry, just to verify, is it like transportation from the hospital home or from
here to downstairs? So it's from the room to downstairs, from the room to the main entrance. Thank you. I'm sorry. Let me explain it. I guess I interpreted it incorrectly. One moment. No problem. Я прошу прощения, я услышала строгий транспорт, и мне показалось, что это транспорт домой. Нет, это транспорт просто отсюда, вас отвезут в коляске на первый этаж к выходу, если хотите. How many time we have? It takes like 30 minutes or so. So the only thing is, since I'm discharging you, there's not a nurse for, nighttime. So technically the sooner the better, but it's okay if you need some time. А спросите, есть у нас, например, час, чтобы собрать вещи, собраться, и потому что полчаса может не хватить? 30 minutes can be not enough. Do we have like an hour to pick everything up? Yeah, I can try asking my manager, but I don't think it should be a problem. Да, я спрошу у менеджера, но не думаю, что это проблема, да, можно. Okay. 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 Any questions or anything like that? И снова вернемся к еде. Куда же без еды? Короче, оказывается, можно было заказывать заранее и при этом выбирать, что бы ты хотел есть каждый раз. Вдруг там бы были устрицы, омары, лобстеры, но об этом история уже умалчивает. А еще при выпуске памперсы, термометр, влажные салфетки.